азиатские орхидеи в мху месяц после покупки. Результаты. Как я поливаю такие орхидеи? У меня два способа полива таких орхидей. Вода всегда теплая, 28-32 градуса. Добрый день, друзья! Сегодня речь пойдет о азиатских маленьких орхидеях. Эти две небольшие орхидеи у меня появились после выставки. Выставка проходила в январе, и к нам приезжала Александра Красина. Ссылку на видео об этой выставке я оставлю в правом верхнем углу экрана. После выставки я их принесла домой. У нас было очень холодно. Пришлось их под шубой прятать, пока я шла 30 секунд. Но все равно было минус 10. Я их донесла, показала вам первую первичную обработку, что я с ними делаю сразу после того, как они появляются у меня в доме. И ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. И вот прошел месяц. Какие же изменения произошли с этими орхидеями? Вы очень часто задаете вопросы, а что делать с такими малышами? Не люблю покупать такие орхидеи в середине осени или в конце осени. Вот последняя вот эта рассылка, которая бывает почтой, орхидеи часто приходят подмороженные. Орхидеи в это время хуже адаптируются, потому что до декабря, в разных регионах, конечно, по-разному, самый короткий световой день. И даже если орхидеи стоят под искусственным освещением, в любом случае они чувствуют, что это зима. А когда я их покупаю в январе, вот у нас середина февраля, но все равно день стал длиннее, и все цветы, не только орхидеи, это чувствуют. И, конечно, в конце зимы, в начале весны начинается активный рост орхидей. Что, собственно говоря, произошло и с этими малышками. Если посмотрите прошлое видео, вы поймете, что одну орхидею, давайте я вам буду показывать название этих орхидей. Вот эту я приобрела в отличном состоянии. А анаконда, вот она такая была маленькая, корней не видно, пятнышко черненькое. Давайте с нее и начнем. Вот здесь у основания орхидеи черные пятнышки, которые были при покупке. Я сказала, если меня будут смущать эти пятна, я обработаю неразбавленным Максимом. Ну вот месяц я за ней наблюдаю и пока не считаю нужным ее обрабатывать. Что же с этой орхидеей происходит? В горшке как не было корней, так и нет. Но орхидеи начинают расти по-разному. И эта орхидея, давайте вот так поставим, начала растить листик. Видимо, корнями займется позже. Но тургор отличный. Фласочные вот эти маленькие листики, они пожелтеют. И, видимо, для того, чтобы наращивать этот лист, орхидея забирает из этих крохотных нижних листьев нужные ей питательные вещества. Орхидеи всегда перераспределяют свои ресурсы.
Если где-то убавилось, то где-то прибавилось. Вот она съедает лист, но при этом молодой новый листик начинает свой рост. Ну а, конечно, вот это более такая стабильная орхидея. Но здесь даже рассказывать нечего. Можно посмотреть на шею и увидеть 3 крупных корня. Вот здесь под листиком, с этой стороны, растет еще один корень. Эта орхидея размером 2,5 называется так, когда мы ее покупаем. Конечно, листья крупные, но название происходит не от размера орхидеи, а от стаканчика, в котором она находится. Это диаметр стакана в дюймах. В прошлом видео я показывала, что я орхидеи переставляю в большие горшки, распушаю мох. И у этой орхидеи, вот к чему я это все рассказывала, есть срезанный цветонос. То есть из этого мы делаем вывод, что садовник не разрешает таким маленьким орхидеям цвести, потому что цветы забирают жизненные силы у орхидеи. Нужно дорасти до взрослого состояния, и тогда можно позволить орхидее цвести. То есть первые цветоносы, может быть 1-2, иногда даже 2 цветоноса, садовники отрезают. Ну, этой орхидеи, так как у нее были видны корни в горшке, вот они растут. С одной стороны, здесь плохо видно из-за мха, но здесь тоже растущие корни. Как я поливаю такие орхидеи? У меня 2 способа полива таких орхидей. Вода всегда теплая, 28-32 градуса. Один способ – это вот здесь я даже не могу сказать по краю горшка. Давайте польем вот эту орхидею. Потому что там нет торфяного стакана, там только мох, ничего другого там нет. Поэтому поливаю весь мох не очень большим количеством воды. Мох быстро впитывает в себя влагу, а стараюсь попасть на корни. Вот смотрите, я не вижу, как я там это делаю, но на корешки стараюсь попасть. Наливаю воду в мох до тех пор, пока не наполнится весь поддон. Но обычно это 100 грамм воды. И оставляю, чтобы мох впитал в себя всю эту воду. Через час вся вода впитывается. Но есть и другой способ. Можно погрузить орхидею в воду на 10-15 секунд. Я не буду считать. Я обычно смотрю, как только вода доходит до верха горшочка, я достаю горшок, потому что мох, еще раз говорю, мох очень быстро впитывает в себя влагу. Но, опять же, не до самого верха. Сантиметр я отступаю от края горшка или от верхней части грунта. Даже не грунта, а мха. Ну, то есть самый верх никогда в воду не попадает. Если под основанием орхидеи очень долго будет влага, но это способствует загниванию шеи. Поэтому сантиметр всегда отступаем. Пусть то будет кора, пусть то будет мох, пусть то будет керамзит. Все. Воду сливаю из горшочка и опять же ставлю в поддончик. Если в поддончике появится вода,
Можно ее слить, но обычно после такого полива воды в горшке нет. Вот так. Вот такой нехитрый полив. Когда пересаживать такие орхидеи? Появились малюсенькие вот такие корешочки, и всем, ох, надо же орхидею пересадить, она так активно растет. Нет, не делайте этого. Корни должны вырасти не менее 5 сантиметров. Чем больше будет корней молодых, растущих у орхидеи, тем она легче перенесет посадку и не испытает огромного стресса. Но в любом случае субстрат для орхидеи надо приготовить. Я вам недавно показывала магазин, в котором я покупаю горшки. Горшки я там разные приобрела, и у них оказалась в продаже кора. Причем та, которой я пользуюсь. Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Магазин этот у нас замечательный. Вот такая кора у них появилась. Но они мне сказали, что не всегда она бывает, потому что кора достаточно дорогая. Но если вы сделаете заказ, то обязательно вам привезут такую кору. Впрочем, как и горшки. У них, с ними можно договориться и попросить их привезти то или иное количество горшков или коры. Ну, в общем-то, я купила 2 фракции. Ну, это я пользуюсь часто. Это 8,13. Но у них была еще вот такая мелкая фракция. 5,13. Посмотрите, какая мелкая кора. Вот эту кору я буду использовать для пересадки азиатских орхидей. Почему такую мелкую? Я часто всем говорю, сажайте реанимашки, маленькие орхидейки в мелкую кору. Но если эти орхидеи находятся в мху, мох очень влагоемкий, то есть их надо посадить в кору, которая имеет почти такую же влагоемкость, как мох. Но кора будет чуть менее влагоемкой, то есть приучать их постепенно. И в этой коре они прекрасно проведут год, 1,5, а может быть 2. И за это время хорошо подрастут. Ну что, конечно, никакой пересадки сейчас не будет. Будет это только через 2-3 месяца. И я вам обязательно ее покажу. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Юлечка. Юлечка спит.